Здорово, дорогие друзья! Мы много слышали, что уровень жизни в России очень низко, и что тяжело иностранцам вообще жить в России. Но в этом ролике я вам расскажу, на что и сколько я трачу в месяц, чтобы вы смогли понимать, сколько иностранцам примерно нужно, чтобы нормально и хорошо жить в России. Давайте, поехали! Меня зовут Исуа Фиделис, и можно просто Фидель, и я приехал в Россию в 2018 году. Когда иностранец приезжает в Россию, первый и самый главный расход иностранца это жилье. Да, потому что нужно, конечно, где-то жить. И когда я приехал в Москве, первый я жил в общаге, да, в общежитии. Вот. А там, конечно, условия можно спорить, потому что там у тебя соседи, иногда там 2-3 соседей, и там помещение не прямо такое комфортно. Вообще, когда я приехал, я вообще чуть-чуть был в шоке, потому что я жил в общаге университета, вот. И было немножко странно, да, потому что надо как-то поделить там ванну, поделить туалет и даже кухню, конечно, да, надо поделить, да. Ну, иностранец, тогда я платил за общежитие 10 тысяч рублей, да. Примерно можно платить 10 тысяч рублей в России. У меня тоже друзья, которые платят 10 тысяч в России. А через некоторое время, конечно, можно улучшить условия жизни, там, жилья, и тогда нужно арендовать квартиру. Да. А в Москве, чтобы арендовать квартиру, примерно, чтобы удобно была хорошая квартира, да, нужно примерно 45 тысяч рублей, да, чтобы была там комнаты спокойно, хороший район, и чтобы была доступна какие-то, как поликлиника, школа рядом, и магазины и так далее. Вот. Следующий самый важный пункт – это транспорт. Потому что когда я приехал, я был студентом, и нужно было добраться до института. Вот. И я тогда использовал в основном общественный транспорт. Да. И транспорт в месяц, чтобы безлимитно использовать метро, трамвай и автобусы, платит 3000 рублей. Вот. 3000 рублей в месяц за безлимитный метро, трамвай и автобус. Но есть много людей, которые, когда они арендуют квартиру, это немножко далеко от метро. Из-за этого им нужно платить маршрут. Например, я плачу среднюю стоимость поездка, это 50 рублей. А это значит в месяц это дает 3000 рублей в месяц, чтобы использовать маршрут и добраться до метро. Но еще есть расход из-за того, что иногда холодно и нужно, когда ты торопишься, и вообще ты не можешь ждать автобус или маршрут, придется платить такси. Да. А я вообще не очень часто использую такси, потому что я организую и заранее веду, чтобы успеть вообще добраться до работы или до встречи. И если там несколько раз реально использовать такси, в месяц можно потратить 5000 рублей на такси. Это значит, для транспорта в месяц всего будет 11 тысяч рублей. Вот, в месяц. Следующий пункт – это еда, потому что, конечно, надо кушать, и придется как-то найти еду. Например, я обычно в неделю хожу в магазин и куплю себе продукты. Да, продукты, которые я использую в неделю, чтобы готовить себе еду. Обычно я в магазин Магнит хожу и в неделю куплю себе молоко, там сахар, там паста, макарони, томаты и эти продукты. И они стоят 2500 рублей в среднем в неделю. И это значит в месяц это 10 тысяч рублей. И еще придется иногда купить еду, например, на улице, когда ты не успел готовить или нужно
как-то кушать на улице, и придется тратить деньги. И я иногда куплю там шаурму или там какие-то хожу очень редко, конечно, хожу по фастфудам и куплю себе там по KFC или что-то маленькое, чтобы просто быстро кушать. И это примерно 2500 рублей. Это значит, чтобы покушать в месяц, мне придется тратить 19 500 тысяч рублей. Следующий пункт – это связь, интернет и подписки. Потому что, конечно, я использую интернет и Wi-Fi, и звонки, и у меня тариф Мегафон, и в месяц я трачу 900 рублей. Это интернет, сколько там, 50 гигабайт, без лимитные звонки, и сколько там, 100 сообщений. Вообще я не использую эти сообщения. Но интернет и интернет я использую. Вот. И это стоит 900 рублей в месяц. Да. Но еще есть домашний интернет там для дома, Wi-Fi, и с телевизором работает, и это стоит 700 рублей в месяц. Я не использую какие-то онлайн подписки, например, Яндекс, не слушаю Яндекс Музыку или там Кинопоиск. Я такие подписки не использую. Я обычно там сижу в YouTube и вообще мне хватает. Или YouTube Music. Вот почему я больше денег не трачу на эти. А если сделать сумму 900 плюс 700 рублей, это дает 1600 рублей в месяц на связь и подписки у меня. Следующий пункт – это здоровье. Слава богу, у меня никакие серьезные болезни, и я редко вообще пойду в поликлинику или там куплю какие-то медикаменты, да. Но в среднем я могу сказать, что 9500 рублей хватит, чтобы купить лекарства, да. Или редко ходить там по врачам, или там один раз там зубном, там, чтобы проверить зубы или чистить зубы, это один раз в 6 месяцев, это я скажу сразу, что в месяц, наверное, 9500 рублей хватит, потому что иногда между сезонами болезни, или там холод, или там какие-то болезни, вот, и это 2500, по-моему, хватит для меня, чтобы убедиться, что все хорошо с здоровьем. Следующий пункт – это страховка. Все иностранцы должны платить страховку вообще. Это в год платят. По-моему, это 19 тысяч рублей в год. Когда я приехал учиться, я был студентом, мы платили там 10 тысяч рублей за страховку. И когда у тебя что-то случилось или что-то не так, можно, конечно, воспользоваться страховку. А есть люди, которые платят ОМС или ДМС страховки. Это значит, в месяц это дает примерно 1000 рублей, да, чтобы платить страховку и знать, что ты в безопасности. Если что-то случилось, ты можешь обратиться за помощью, и все будет хорошо. Следующий пункт – это развлечение, да. Я сразу скажу, что некоторые тратят побольше или поменьше, зависимо от человека, что он или как он тратит деньги. Например, я редко, вообще очень редко, я иногда гуляю по паркам, это или с друзьями встречаю, или иногда по кино, там посмотреть фильм, или какие-то развлечения, какие-то мероприятия, ходить в музей, или какие-то экспозиции, или там, это все я вообще редко. Я могу сказать, что за 2 недели я могу найти какое-то время и отдыхать с друзьями. И это в среднем, я скажу, что это 6000 рублей в месяц, чтобы там 2 раза
да, или 3 раза максимум потратить на развлечения и на какие-то просто вещи, которые мне нравятся сделать. Я просто гуляю или там смотрю кино, да, кино стоит недорого, там 600 рублей, там 800 рублей максимум, или там с друзьями встретить и там покушать, средний там 2000 рублей, да, или там в музей тоже, там поехать в музей посмотреть. Тогда тоже у меня был студенческий билет, и можно со скидкой там посетить какие-то мероприятия или карта москвича. Ну, в среднем я скажу, что 6000 рублей у меня полностью хватает, чтобы 2 раза, один раз в 2 недели отдыхать с друзьями, погулять и расслабиться. Следующий пункт, который очень важен, это образование, потому что иногда я прохожу какие-то курсы, и нужно вообще проходить какие-то курсы, повышение квалификации, или какие-то тренинги, или семинары, которые не бесплатно, конечно, или какие-то навыки новые научить, или как-то развиваться, вот. И, конечно, это не каждый месяц, но в среднем я могу сказать, что я 8000 рублей трачу на обучение, вот. Потому что иногда раз в год, если сделать сумму, можно какой-то курс сделать или какой-то курс повышения квалификации. Например, я работаю учителем, и придется иногда делать какие-то курсы онлайн или там офлайн, или там платные сертификаты, и это хорошо, да, конечно. И в среднем стоит 8000 рублей в месяц, если через несколько месяцев купить себе какой-то курс или что-то делать. Вот. Следующий пункт – это одежды и красоты вообще, или уход за собой. Да. И в месяц нужно там купить какие-то одежды, футболки, рубашки. Или когда между сезонами, например, сейчас зимой, нужно какие шапки, там новые зимние обуви, зимние штаны и так далее. Вот. А если примерно, например, я сейчас куплю еще перчатки, чтобы не холодно тебе было, или куртки, вот. Вот. И летние одежды еще придется купить, какие-то одежды летом. Вот. А если сделать, например, я трачу 10 000 рублей в месяц на такие покупки. Да. А если это значит между сезонами через 3 месяца, это значит у меня примерно 300 000 рублей будет на одежде. Вот. И еще уход за собой. Слава Богу, я мужчина, и мне не много нужно, чтобы вообще быть красивым. Это значит, я трачу больше на парикмахер, вот, чтобы там волосы постриг и да, какие-то лошадь купить, да, для себя, для тела. Вот. Это 3000 рублей в месяц. Это значит, за этого всего это дает 13 000 рублей. Вот. Примерно в месяц, чтобы быть красивым и чтобы есть какие было бы хотя бы одежды каждый сезон, и все это, обновить гардероб. Следующий пункт, который очень важен, это инвестиции и сбережения. Потому что иногда бывают ситуации, когда что-то случается, может ты сильно заболел, или брат или сестра, или кому-то срочно нужна помощь, или что-то, которое непредсказуемо. Может быть, или у тебя проблема с машиной, вообще много чего может бывает иногда. Вот. На сбережение я откладываю 10 000 в месяц. Вот. Это как у меня финансовая подушка для таких непредсказуемых ситуаций. Но еще есть инвестиции, да, инвестиции на себя или в бирже иногда, или там бизнес какой-то, да. Ну, пока я в месяц планирую или каждый раз откладываю 5000, да, в основном в бирже куплю какие-то ценные бумаги, и это хватает пока, чтобы в будущем был какой-то капитал,
чтобы было на что жить, когда ты вообще не сможешь работать. А вообще это значит, всего инвестиции и сбережения дают 15 тысяч рублей всего, да. Да. Следующий пункт, который тоже не менее важно, это дополнительные расходы. Вот. Иногда придется потратить какие-то деньги, вообще иногда нужно просто иметь с собой какие-то деньги на дополнительные расходы. Это может быть, я не знаю, тебе срочно или какой-то скидка была на что-то, и ты сильно захотел купить. Вот, это я могу сказать, что это дополнительные расходы. И в месяц я иногда или обычно откладываю 5000 рублей в месяц, чтобы какие-то дополнительные вещи вообще, которые я не, например, в список не сделал. И я могу потратить эти 5000 рублей, чтобы купить и приобрести такие продукты или такие вещи, или технику, или что-то подобное. Да, это значит, что если сделать сумму, чтобы, конечно, узнать, сколько всего я трачу в месяц, это значит сумма аренда за квартиру 45 тысяч рублей, развлечения 6 тысяч рублей, транспорт и все эти пункты. Это значит всего будет 120 600 рублей в месяц, чтобы нормально жить. Конечно, я понимаю, что это мой случай, который я использую, чтобы есть люди, которые больше тратят, например, на развлечения, или на обучение, или на здоровье. Но я вот такой пример возьму, чтобы понять, сколько нужно примерно, чтобы нормально жить в России. Вот. Конечно, можно больше тратить. Если у тебя какие-то машины или в семью, да, это я взял на себя для одного человека. Сколько нужно, чтобы хорошо жить для одного человека. Можно, конечно, еще меньше денег тратить, да. Можно, конечно, меньше денег тратить, например, купить себе, не каждый раз купить новые одежды или экономить на сбережения или инвестиции. Это кому как. Но в основном или в общем, вот так можно тратить 120 600 рублей хватит в месяц. Вы можете тоже мне сказать, сколько примерно вы тратите или на что вы больше тратите деньги, или на что вы думаете, что стоит меньше тратить деньги, или вообще какой-то пункт, который я не сказал или не добавил в список. В общем, я буду ждать внизу комментарии какие-то, может быть, какие-то скидки или как экономить деньги на какой-то пункт. Вот. А если вам понравилось видео, конечно, подпишитесь и будем на связи. Следующий ролик. Пока. Увидимся на следующий раз.